Друзья, всем привет, на связи. Прогуливаюсь пешком, потому что за окном январь, минусовая температура, и глядя на поверхность, на асфальт, на колесе, ездить довольно-таки стрёмно. Когда на колесе едешь быстро, как-то не обращаешь на эти нюансы, потому что ты едешь быстро. А вот я иду пешком, поворачиваю голову налево-направо, и удивляюсь тем вещам, которые для меня, честно говоря, странны, потому что они сделаны наполовину. То есть, по сути, если убирают, условно говоря, тротуар, да, или велодорожку, то почему это нельзя сделать на все 100%? Почему нельзя просто трактором, да, или каким-то уборочным комбайном убрать так, как это должно выглядеть? То есть я понимаю, что человек, который ездит на этом тракторе, он, скорее всего, не ездит на велосипеде или на колесе, но посудите сами. Вот идет велодорожка. Вот там я перешел, не стал снимать, думаю, ну ладно, это, наверное, какая-то недоработка. Перешли, проехали. Едем, мы на велосипеде, на самокате или на моноколесе. То, что тут шире, чем тут, это да ладно. Но в определенный момент, хобана, и мы просто упираемся, я не понимаю во что. То есть мы упираемся в какую-то непонятно неочищенную область, которая, в принципе, движется дальше. То есть, видимо, щетка у трактора, она уменьшилась ровно в 2 раза. Да? Она уменьшилась ровно в 2 раза настолько, что велополоса, она тоже уменьшилась. Велосипедисты, они разминутся. Тут ширина достаточная, тут даже 3 велосипедиста разменется. Но в сумерках, ночью, сейчас ездят доставщики, сейчас я вижу, ездят велосипедисты. В сумерках налететь на вот этот кусок неочищенного снега, да, то есть двигаясь на меня сюда, просто встрять в этот снег на скорости, а скорости у электровелосипедов, такие, скажем так, не маленькие, мне кажется, было бы очень и очень неприятно. Создать какую-то велоинфраструктуру – это полбеды. То есть это половина тех вещей, которые должны делать для велосипедистов город. За этими вещами еще нужно следить. И поддерживать. И поддерживать не только зимой, но и летом. Если, как вы думаете, если, допустим, летом вот где-то в этой области, да, вот тут вот, будет яма, как быстро ее исправят? Я думаю, довольно-таки долго. Как вы думаете, если где-то в Европе, даже не будем брать Голландию, не будем брать Бельгию, где, в принципе, мекка велосипедистов, возьмем ближний какой-то свет, возьмем, я не знаю, там, Литву, Латвию, Польшу, Словению, Словакию, как быстро там уберут проблемный участок на тротуаре или на дороге, или на автобане, или на велодорожке. Я думаю, в течение, наверное, если не минут, если не часов, то, наверное, в течение дня уж точно. И вопрос-то в чем? Вопрос в том, что если я где-то в Европе, да не нужно даже далеко ходить, в Македонии, в Хорватии, в Греции даже, хотя Европа это назвать можно очень с большой натяжкой. Если, допустим, даже там ты едешь на, к примеру, автомобиле, и если ты едешь в полнейшей темноте по каким-то серпантинам, там, по перевалам, то ты уверен, что у тебя по дороге не отвалит колесо из-за какой-то ямы, из-за каких-то неровностей на дороге. Кому я рассказываю? Я думаю, что смысл понятен, что
там я могу ехать с закрытыми глазами, с выключенным светом фар, тут совсем другое дело. И неровности на дороге, да, проблемные участки на дороге, это даже ничто по сравнению вот с такими моментами, да, то есть велосипедист, он летит, ему ничто не запрещает тут двигаться быстро, он летит, двигается, выходит на какой-то поворот, да, тут, конечно, перекресток, он должен притормозить, как минимум, а как максимум, вот тут вот у него знак «Уступи дорогу», да, висит маленький. Но вот эти, скажем так, сугробы, они, ну, совсем никуда не годятся. Вот, кстати, знак, который говорит о том, что велосипедист должен пропустить. Посмотрите, к примеру, снова таки, да, вот мы идем, вроде все гладко, все четко, все чисто, доходим, ну, я вот так вот даже вам стану, чтобы вам более было понятно. Вот я еду на моноколесе, я еду по своей половинке, по своей велодорожке. Там едет встречка, тут еду я. Я двигаюсь в темное время суток. Свет фар на моноколесе не такой, как на автомобиле. И я в лучшем случае упираюсь в сугроб. В худшем случае я, увидев этот сугроб, пытаюсь куда-то свернуть влево-вправо. Ну, влево там опасненько. Там дорога вправо не менее опасна. Тут у нас Mercedes Stella. Вот смотрите, будет выезжать не вот там вот, да, где поперек, а через острый угол. Ну, женщина за рулем, ничего страшного. Она выезжает под острым углом. Это из раздела «Как нужно знать правила». Тут по ходу, видите, острый угол, заезд, 2 стрелочки, если вам видно, 1 и 2 стрелочка. Ну, женщина торопится, ей не захотелось делать объездные маневры. Так вот о чем я. Я о том, что в плохую погоду, в зимнее время года всегда нужно смотреть на 100 шагов вперед. То есть не просто рассчитывать на дальнобойность вашей фары и тормоза, которые помогут вам, допустим, уменьшить в 0 скорость. Там, где вчера было все четко, все круто, все чисто, сегодня уже будет не так все гладко, не так все четко и не так все чисто. А может быть, не убранный сугроб. И на самом деле, опять же, как я всегда говорю, если ваш автомобиль на спидометре, да, показывает 200 км в час, это не значит, что нужно ехать 200 км в час. Если колесо способно ехать, опять же, 50, да, КС-18L, там 90, 70, 75, опять же, это не значит, что постоянно нужно ехать с такой скоростью. Это значит, что можно использовать такую скорость для обгона, опережения и того остального. Друзья, вот такой вот коротенький видеоролик. Я думаю, что сейчас на пути еще будет много интересных артефактов. Запишу, засниму. Следующий ролик выложу. До новых встреч. Палец вверх, фидбэк, подписка. Всем пока.